Ожидания были очень низкие. После фида я вообще ничего не чувствовал, но я знал, что мы сейчас ТМ сломаем. Комни играет, можно сказать, решаю я. Хочу просто дня 3 просто спать. Вот оно, первое место в групповой стадии. I think LGD is the most toxic. Команда выигрывает, команда не проигрывает. Антон Шкредов, знакомое имя? Вообще, я подумал, они уже ГГ написали, я типа полетел по рофлу. Ты хорошо его знаешь. Всем салют, ребята! Давно у нас не было влогов. Вот сейчас самое подходящее время, потому что начался турнир Blast, и мы собрались в Сербии на буткемпе. Закончилась у нас групповая стадия. Закончили ее, конечно, хорошо, может быть, не лучшим образом. Счет у нас 7-4. И сегодня у нас предстоит игра против Team Spirit. Играть мы будем уже за выход на основную стадию в Копенгаген в Дании. Хороший ребят. Мне понравился основной сход. На бласте против Альфонса будем играть. А я думал, ГГ готова? Нет. Они же другой. Он подумал, что ГГ написали и полетел под фонтан. Вот она. КБ. Все, полетел. ТБшку, да, пробивал? Опиши свои эмоции от вашего путя. Скажем так, у нас не задались тренировки из дому, и мы на прошлом турнире заняли топ-16. В общем, ожидания были очень низкие от турнира. Но мы начали здраво, с 3-0 с первого же дня. И думали, вот оно, первое место в групповой стадии. Но не без косяков, пару поражений, и мы топ-5. Чего не хватило, на твой взгляд? Я бы сказал, усердствия в драфтах. Ведь те 4 игры, которые мы проиграли, я думаю, мы их проиграли на драфте. Плохой выбор героев. Было, значит, 2 матча, где ты стоял за Фуриона против Вайпера. Было? Было. И наоборот, за Вайпера против Фуриона. Было? Было. В обоих случаях победила команда с Фурионом. Совпадение? Нет. Почему? Это Фурион сильный или почему не совпадение? Да, слишком пинки сильные. Вайпера. Ничего герой не может. Но ты же его душил постоянно. Ну, этого Фуриона. Фуриона? Ну да. Не было. На Вайпере не было. Когда я на Фурионе был, тоже не было такого. Ну ладно, я, наверное, ошибся. Интервьюер ошибся. А ты по игре ошибаешься? Конечно. Много? Не знаю. Наверное, бывает. А это приводит к победе или поражению? Когда как. Вот, предположим, ты можешь умышленно ошибиться, чтобы победить. Такое бывает? Ну, типа риск какой-то сделать, да, бывает. Критические ошибки стало намного меньше, но вот иногда бывают. Ну, типа, предположим, забайтить. Да, такое бывает. Вот, Или там файт создать. То есть у тебя роль такого байтера в команде? Не сказал бы, но такие моменты, да, бывают. На групповой стадии Blast у тебя было целых 9 разных персонажей. Было? Скорее всего, я не следил. Это заготовки команды были под драфт? Или это ты заколил, что вот ты уверен сыграть на всех этих персах? На Комни играть, можно сказать, решаю я. Я как бы говорю. Там, условно, коуч говорит, ну, это нормально звучит, условно, там, допустим. Не было такого, что я там сказал, тут этот герой, а коуч такой, нет, это полная фигня. Так что, ну, скорее всего, можно сказать, что решаю, как бы, я на ком сыграть, а коуч позволяет и драфтер. Акс, Андерлорд, Бистмастер, Лекан, Феникс, Энигма, Андайнг, Пангальер и Слардар. Сколько у тебя игр на каждом из этих персонажей? Ну, довольно много на почти всех тигровых играх, на самом деле. Довольно много, это, ну, наверное, самое меньшее, это... Ладно, если считать Смурф, то у меня на Слардаре игр 200 наберется, наверное. Ну, или там 180. Ну, да, наверное, на Слардаре меньше всех, где-то 180 игр. Ну, это действительно... На остальных всех больше игр. А, ладно, на Фениксе еще где-то, наверное, 160 всего лишь. Но Феникс — это Сигна. Тебе, вероятно, давали некую циферку, чтобы ты посмотрел там некий матч. Было? Можно я тебе хайлайт покажу и задам вопрос? Окей. Мне кажется, это было бы с большим... Так, нашли табларку. Ватсон! А как он здесь оказался? А почему у него такая позиция ужасная? Вы чего? Ватсон ошибся. Жив. Нет. Умер. Омаева. Он еще не знает, да? Андерлорд здесь тоже забирает пару героев, саппортов срезали. И сейчас я того будет пытаться забирать их всех. Ларла цепляют, коллапс пытается ему как-то помочь, но там маны нет уйти и погибает. Такой вот момент.
И теперь будет вопрос. Какой вопрос, как думаешь? Не знаю. А меня спроси о чем-нибудь. Как дела? Нормально, я на интервью с одним из лучших керри планеты. Спасибо. Ну, типа, у меня не может быть плохого настроения в такой момент. Мгм. Ты чувствуешь себя лучшим керри планеты? А вот на этом хайлайте, вот скажи, это был какой-то некий гениальный байт или тотальный фит? Тотальный фит. Ладно, нет, а что люди говорят после фразы «тотальный фит»? Не знаю, my bad. А вот Антон Шкредов, знакомое имя? Да. А вот как ты думаешь, что бы он сказал после фразы «тотальный фит»? Хватился бы за голову такой, вот так вот крикнул. Очень похоже, ты хорошо его знаешь. Есть только один способ быть как никто другой. Не быть как все. В БК мы готовим бургеры на настоящем огне. Как никто другой. What's on your mind after all these games and after this stage? We had some rough results, but so we were maybe less happy and think maybe a bit emotional about games. But now we're like trying to just look at things clearly, not like bring too much emotion into it, understand why we lost some games, why we won. So overall it's fine, I would say. If it is not a secret, could you please tell me what is your strategy towards winning some more games in the future? I think the strategy is to have good habits in game and build up that confidence in ourselves that we can win any game. And also it's to understand who our opponent is, how they like to play, and how we can play ourselves to counter that. I think in this best of ones, we maybe weren't prepared for some of the opponents because they can play different type of ideas. And I think now that it's going to be a best of 3 format, we will prepare for each opponent individually, and I think we will have better preparation at least. Слушай, героев, может быть, можно выбрать плохих, но твои снайперские коги — это нечто запредельное. Вот, слушай, вопрос есть по механике. Как ты стал настолько метким клокверком? Расскажи. Я бы не назвал себя, во-первых, метким клокверком. А во-вторых, я бы сказал то, что сейчас коги как-то странно работают. Условно, в прошлом патче как будто бы их коннект с другим героем был намного меньше, чем сейчас. Так что сейчас намного легче ими попасть. То есть, получается, Valve как-то втихую там что-то покрутили, да? Да, я думаю, они это сделали и нигде не написали. А вот, значит, у вас был матч со Spirit, было? Какой есть? Ну он один был, да. Вот. И там, значит, произошел некий фит под фонтаном. For Viper, no chop this time on Pango, but dies nonetheless, and that should do it. Now the Alchemist is up, Yatoro. What is happening in the fountain? Да. Было? Да, было. Вот это был байт? Или это шутка такая? Ну, вообще я подумал, они уже ГГ написали, я типа полетел по рофлу. Ну, типа, я уже поймал, что мы сейчас закончим. Так что ни к чему это не приведет. Просто у меня был байбек, я это тоже об этом подумал, так что пофиг. Как говорил Великий... Ну, лучше так не делать. Это Великий только что сказал. Но был еще Папич. Ты знаешь, Папич сказал очень важную фразу. Угу. Ошибка без импакта не ошибка. Ты ее знаешь? Не настолько... В лоре Папич. Да, углублен в лор. Но сейчас ты знаешь теперь эту фразу. Теперь да. Она применима к этой ситуации? Да, где-то это просто с ума сошел, так сказать. А вот как ты считаешь, вот с таким огромным пулом персов у тебя получилось сделать некий див во всех этих играх, в которых вы победили? Я считаю, что как бы выигрывает команда. Точнее, на каких-то играх я сыграл, скажем так, сделал все 20%, где-то там сделал, не знаю, 21%, где-то сделал там меньше, чем 20%, но так или иначе. Команда выигрывает, команда вместе проигрывает. В некоторых играх вообще было, ну, скажем так, тяжелый early game, и там меньше, наверное, 10% получилось показать. Были такие игры. Но потом через макро вывозишь, да? Типа... Не, ну я имею в виду не те, которые выиграли, а те, которые проиграли были. Игры, где меньше там 10% было, скажем так. Как ты себя чувствуешь после всех этих игр? Что у тебя на уме? Устал. В каком смысле устал? Устал физически, морально? Да, хочу просто дня 3 просто спать, и все. И ничего больше не делать. Кушать и спать. А это возможно? Нет. Почему? Потому что сегодня медийка,
Мы на ней, да. Завтра перелет в 8 утра, Сколько часов? 2 часа. Ну, всего 2. Потом снова медийка, уже на Бласт. Потом игра рано у нас, короче, не судьба выспаться. Вот ты говоришь, поспать, поесть. Как выглядит твой день? Вот в моменты, когда ты отдыхаешь. Как ты релаксируешь? Ну, когда я дома, я просыпаюсь часов в 5, где-то в 6 вечера. Солнца уже нет. Пью кофеек, завтракаю и сажусь за комп. А какой кофе ты пьешь? Ты сам его делал? Просто какие-то зерна, кипяток, молоко, все. Это достаточно такой интересный рецепт. Could you please remember who is the worst enemy you had in this tournament? Who is the most toxic? Toxic. Yeah, like Venomancer or Viper. I think LGD is the most toxic because they pick some completely out of meta stuff and they try to cheese you so much in draft. They will pick like anything and try to flex it. They'll play Axe position 5, they'll play Gyro position 5, they will try to do anything to get a small advantage over you. So I think LGD. What do you think about current state of Team Spirit? Фурион их светит. Ну, закрывать надо. Деграут нажимать. Жми. Но не успел. Не успел. Ничего не успел сделать. Хотя, кстати, урон перестал проходить, что-то я смотрю. Это Нормально, нормально. связано с ДМ БКБ. подлетает туда. Вот теперь контроль через БКБ есть, и проблем больше нет. И Ларлито, Вайперито должен пытаться смотать удочки. Но кажется, что Ватсон догонит и убьет всех. О, еще и Чиро прилетает. Ну, конечно, но это уже нечестно, ребят. 5 на 5-то все драться могут. Вы попробуйте 1 на 5 спиритов развалить. I think they're not in great shape. Sometimes they can look like they're coming back into shape, but they kind of mess up. I think they are a bit too easy to draft against. Like they don't try to like do something like crazy. I think they've been lacking some drafters in the team. You can see that the supports they've had, maybe they didn't draft. So now it's like on Laurel to do that. But I think they've been missing that leadership, I guess, from a support role, and I think they need that to kind of succeed. Некоторые мемы живут подольше патчей. Так вот, настало время широко шагать за новым Ватсон комбо в Бургер Кинг. Найти нужно максимум за телефоном. Дальше все сделает Яндекс.Еда. Заказывайте комбо по ссылке в описании. Во встрече против Bad Boom. Помнишь такую? Конечно. Вы, значит, очень агрессивно вели себя на своей линии. Вплоть до файтов под вражеской вышкой на 2-й минуте. Да. Вот, считаешь ли ты этот момент ошибкой или у вас был план сделать именно так? Если кабаны умирают, у мидового беста это всегда проблема. Нафидел кабанами, проиграл линию. Либо отдал противнику слишком много. Ты же тут похоже пока на First Blood. Что это за дэмэдж? Это что за урон там какой-то катастрофический пошел в белку? Все было по плану. Мы увидели, что Бэйна лоу хп, у нас довольно высокие ресурсы. План был реально его задавить, убить. Но там получилось так, что... Короче, орехи от вышки, они начали лететь не в крипов сначала, а в Худвинга. Из-за этого Худвинг типа потерял очень много хп. Это была, можно сказать, ошибка в микро. Именно идея была хорошая задавить. То есть вышка била бы крипов, и нас бы она не била. Мы задавили, убили бы его, так скажу так. На хороших стрейфах. Но микро-момент, в котором мы ошиблись. И ВРК сделал даблкил. То есть по итогу это был мув в минус и такая вот... Конечно. Мув был сильно в минус, и можно сказать, та игра уже минуте на 5 была... Она зависела, грубо говоря, от того, что либо враги очень сильно ошибаются и дадут нам опенинги, либо нас снесут. Нас снесли. Враги там давали небольшие опенинги, но это были небольшие опенинги. После всех этих матчей, которые у вас произошли, этих как бы американских горок эмоциональных, вот как ты себя чувствуешь после этих побед, поражений? Фида против драконов под фонтаном. Что ты чувствуешь? Да, после Фида я вообще ничего не чувствовал, но я знал, что мы сейчас трон сломаем. А так, ну игры на самом деле у нас выдались типа хорошо, мы хорошо начали. Потом типа люди начали к нам тоже хорошо готовиться, начали правильный бан делать, ну... Стало потяжелее. То есть ты хочешь сейчас сказать, что вас настолько сильно уважают соперники, что тратят все свое свободное время в своих жизнях для того, чтобы подготовиться исключительно к вам? Я думаю, все команды ко всем готовятся. Просто
Я не знаю, как у других. А вы как делаете? Вот, как вы готовитесь? Готовится Аксель и Мелоди. А я к этому вообще никакого, ну, типа, по сути дела, не отношу отношения. Меня просто могут что-то спросить там про героев, если что-то они хотят задрафтить, и все. Но я не готовлюсь. А если они спрашивают, ты что отвечаешь? Типа там условно за матчап могут спросить, и все. Что-то конкретное я не могу вспомнить. А давай я тебя спрошу. Mm. Это по механике вопрос. No. Какая цифра идет после 6? 7. А если сказать вместе, типа эти две цифры? 6-7? Да. Мне этот мем очень не нравится. So recently you told me about some habits. Could you please point some of these nice habits to have for our audience? Like I meant habits in game, as in like people would not overextend chase when they don't have spells, like they would have discipline. It's something we talk about in the team a lot, having discipline. Yeah, it's just important when you mess up in a fight to kind of take it chill, to not like overextend, to know what buttons you're supposed to press in the fight, to just be more calm, I guess. And I think when you have these habits, it's like over time, like you will be able to win more team fights in the game, and you will be able to just play better. The question about one particular hero. It is Rubik. So, you started to pick this hero on Blast Slam 7. Why? I think the hero was buffed a lot. His spells are now kind of insane. I think it's strong in lane, like compared to before. And I mean, it's a fun hero to play, that's a bonus. So yeah, I think the hero has been buffed so many times that now that it's kind of an imba hero. Could you please share some brief advices how to win every game on this hero for the audience? Buy Essence Distiller and be patient. Just wait for the right spells. And I guess the third one is to know when to use lift to save people. I think it's important that you're in a good position. Just be more patient, and you should need to buy Essence Distiller every game at Imba. Слушай, а расскажи про свою обувь. Это вот. Расскажи, почему ты именно такую обувь решил поносить? На самом деле, эта обувь для меня ничего не значит. Я просто следую за трендами молодежи. Я смотрю нынче, во-первых, кроксы. Они почему-то в тренде. Многие их любят покупать в какой-то тематике. Вот условно есть Ватсон, у него кроксы Молния Маквин. Я подумал, тоже возьму. Я взял, если что, с тематикой Игра кальмара, которую я, конечно, не смотрел. Слушай, а если ты следишь за молодежными трендами, вот как ты считаешь, какая цифра должна идти после 6? Меня этот тренд очень раздражает. Я не буду это говорить. И ничего показывать я не буду. А расскажи, какой последний тренд, ну типа ты уважаешь, прям респектуешь? Я уважаю тренд дисциплин. Знаешь этот тренд? Ну, я думаю, те, кто знают, они поймут. Блин, не знаю, как это объяснить по-человечески, чтобы это можно было вставить. В общем, там чел в машине сидит, другая машина подъезжает, он смотрит на него, а чел начинает дрочить. И там приписка «дисциплин». Я не знаю почему, но это вот появилось месяц назад, но это очень смешно. Да, это действительно. Сейчас мы с Алимом каждую линию стоим и всегда держим в голове дисциплину. То есть это ваш любимый мем? Да. Типа, когда мы приходим на линию, выносим линию вперед ногами и говорим дисциплин. Какая цифра идет после 6? 7. А если сказать эти две цифры вместе? 6-7. А покажи 6. Нет, не в нашей команде. Это уже не в тренде. Это кринж. У нас другая дисциплина. Какая у вас дисциплина? Расскажи мне подробнее про вашу дисциплину. Ну, дисциплина. Ну, какая? Это и есть вот дисциплина. Это вот наша команда. А расскажи подробнее, я вот хочу услышать, что же это за дисциплина такая? Ты открываешь ТикТок, пишешь дисциплин, выйдет ТикТок, где один челик в машине смотрит на другого, и там начинается дисциплина.